привет! Вы на канале у Мишани. Сегодня я хочу побаловать и себя, и свою семью крылышками на гриле. Вот купили такие крылышки гриля. Вот. Хочу объяснить, что в крылышке существует плечо, это вот эта часть, более мясистая, и предплечье. Если есть на крылышке перья, мы должны обработать, почистить крылышки от перья. Этим мы пользуемся. Включаем газ, конечно, и очищаем крылышки от перья. Вот мы почистили все крылышки, они красивые у нас, чистенькие, мясистенькие, красивые крылышки. Берем нашу гастроемкость, погружаем наши крылышки в гастроемкость. Берем, промываем немножко дощечку, чтобы она была чистенькой. Соответственно, протираем дощечку салфеткой. Вкусные. Нам нужно к крылышкам сделать маринад. Значит, из чего будет состоять маринад? Значит, мы берем на 1,5 килограмма крылышек столовую ложку или 3 чайные ложки крупной соли. Я люблю крупную соль, потому что она не такая соленая, как мелкая соль. Можно даже и 4. Значит, добавляем специи гриль. Гриль для курицы. Можно 2 ложечки чайные с горочкой. Паприка красная, сладкая. Она придает определенный запах, потому что она копченая. Ну и, естественно, красноватый вид крылышек. Паприки можно тоже 2 ложечки. Чили перчик наш, куда ж без него? Много не будем перчить, потому что крылышки будут кушать и детки. Потому что мы сегодня в гости пригласили брата жены с семьей на дегустацию наших пивчиков. Ну и, конечно, какие пивчики без крылышек. И приготавливаем крылышки. Значит, пол-ложечки чайной красного перца чили. Ложечку чеснока. И 30 грамм растительного масла. Вливаем 20-30 грамм масла, я думаю, на глаз или 2 столовые ложки. Достаточно. Теперь нам нужно все тщательно перемешать до однородной массы. То, что мы делаем сейчас, чтобы все растворилось. Масло нужно для того, вообще при мариновке мяса на огне, чтобы провести лучи специи в мышцы. Масло является своим родом проводником специй. Вот мы тщательно все перемешали. Пожалуйста. Получилась у нас однородная масса со всеми специями.
берем нашу, так сказать, гастрономическую емкость. Но так как вы помните, для того, чтобы емкость не ездила по столу, мы просто стелим полотенечко и ставим на него нашу гастрономическую емкость. Так вы видите, крылышки у нас чистые, красивые, мясистые. Плечо и предплечье. Если есть запястье, его лучше отрезать, потому что оно горит. Все. Вот мы хорошо. Сейчас мы все бросим весь наш маринад в крылышки. Если покажется вам мало маринада, можно добавить немножечко теплой воды. Значит так. Я люблю добавлять в любой маринад помидорки. Они придают такой приятный томатный привкус. И крылышки получаются очень вкусные. Значит, нарезаем помидорки произвольно. Как вы хотите. Нам главное сок. Нам не главное сама помидорка, нам надо сок с помидорок. Так как если мы будем пользоваться томатным соком или томатной пастой, она просто будет пригорать у нас на гриле. Я думаю, на такое количество нужно 2 помидорки. Серп и выглядит очень грозно, но очень удобно ним резать. Очень долго держит свою заточку. Рекомендую, кстати. Также в интернете можно заказать и найти. И, конечно, немножечко добавить привкуса лучка. Лучок тоже нарезаем, только не сильно мелко. Просто если мы нарежем мелко, он попадет нам на гриль и просто тоже будет гореть. А нам нужен легкий привкус, так сказать, этого лучка. Все, что мы пачкаем, мы тут же вытираем, чтобы вокруг всего пищи было все чисто. Это благо мы делаем дома, но когда погода будет более благоприятной, мы начнем все делать на балконе. А так как на балконе, на улице, если будет грязно вокруг, будет просто много мух и работать невозможно. Ну, начинаем месить, перемешивать наши специи, помидоры, лук с крылышками. Тщательно мы все это перемешиваем. Соль лучше всего, или просто при приготовлении, если мало соли, лучше ее добавить. Потому что если пересолите, уже ничего не сделаете. Лучше при приготовлении. Кому мало соли, он может всегда добавить. Вот, кстати, все. Мы вымесили наши крылья. Вот так они выглядят очень аппетитно. Уже аппетитно. Значит что, я снимаю перчаточку. У меня здесь 2 перчаточки. Снимаю перчаточку. И тут же одеваю другую перчаточку. Так как я говорил раньше, если я сниму и эту перчатку, одеть эту перчатку будет тяжело. Это лайфхак. Одна перчатка одевается на другую перчатку, и, пожалуйста, смотрите, это очень быстро и хорошо. Пожалуйста, перчатка одета. Все. Значит, мы прикрываем крышечкой примерно на 2 часа. Постоять маринаду с крылышками. Наше мясо простояло, то есть крылышки наши в маринаде 2 часа. Сейчас будем мы их нанизывать на шампура для жарки на гриле.
можно еще раз их просто перемешать внутри. Хорошо. Ой, какой запах, какой запах. И лучка, и помидорчики, и все специи, и чесночок. Вы видите, какой цвет красивый приобрел, крылышки приобрели? Берем шампур теперь. Берем крылышко. Мы стараемся проткнуть крылышко на плече. Переворачиваем чесночок, это крылышко и входим между двумя косточками на предплечье. И ставим. Опять так же самое мы делаем. Плечо прокалываем. Переворачиваем крылышко и прокалываем крылышко между косточками предплечья. Я вам говорил, да, вот это называется плечо, крылышко, вот это плечо, это называется предплечье. Значит, опять смотрите внимательно. Опять берем к себе плечо, поворачиваем и проходим между косточками. Расправляем крылышки. Обычно на шампур помещается 4-5 крыльев, в зависимости от величины крыла. Опять смотрите, протыкаем и расправляем крылышки, чтобы была равномерная прожарка. Итак, все остальные крылышки нанизываем на шампур. Нагрели наш мангал. Лучком прочистить решеточки мангала, он и запах дает, и очищает очень хорошо решеточки мангала перед жаркой. Ложим наши крылышки на огонь. Тут не принципиально, как они будут на огне. Или на спинке, или на животе. Это спинка, это животик. Ну и все. Нам не нужно, чтобы они горели. Уменьшаем огонь и прикрываем крышку. Ну хотя бы на минут 10. И какие же крылышки без вкусной аджики собственного приготовления. Аджика у меня пикантная, так как не все у меня в семье любят острое. Острое в моей семье только люблю я. Пожалуйста. Аджика. Ребят, добро пожаловать. В следующем видео я вам расскажу о многих других продуктах. Может быть, даже мы сделаем с вами колбасу. Если кому-то интересно приготовление сегодняшнее мое, напишите, понравился вам рецепт или не понравился вам рецепт, только обязательно сделайте. А по поводу рецепта солений моих и аджики буду в следующих роликах. Я очень благодарю вас за ваше терпение. Большое спасибо за просмотры. И буду ждать комментариев. Всем пока-пока. Напоминаю, мой канал у Мишани в гостях. Всего доброго. И снова здрасте. Мы не успели продегустировать наши крылышки, а я попрощался. Вот что значит склероз, возраст, извиняюсь. Посмотрите, пожалуйста, какие вышли красивые хрустящие крылышки. Мягкие, сочные крылышки. Женя, вот возьми, пожалуйста, попробуй крылышки и скажи, какие они на вкус. Не стесняйся. Как крылышко, а? Очень, реально. Очень. Мягкие, сочные. Сочные. Мы не можем передать. Ой, ты хочешь, и тебе на. Молодец, Чип. Вот, пожалуйста, пытайтесь сделать вкусные крылышки. А на этой вкусной нотке я с вами буду прощаться.